Пес по кличке Чарли внезапно проснулся посреди ночи, почувствовав что-то неладное. Едва взглянув на хозяина, спящего рядом, взволнованный пес тут же спрыгнул с кровати и помчался к дверям спальни. Его верное собачье сердце будто знало, что если не поспешить, Оскар умрет. Хозяин Чарли, подросток Оскар, пережил много тяжелых испытаний. Когда ему было всего 15 дней, он перенес инсульт. К сожалению, на этом несчастье не кончились, левая половина его тела ослабла. Малыш Оскар потратил целых 4 года, чтобы научиться ходить. Он был вечно уставший и подавленный из-за того, что не мог делать то же, что и другие дети. Когда мальчик вырос и пошел в 1 класс, все стало только хуже. Оскару требовалась помощь, чтобы одеться или сходить в туалет. Он начал плохо учиться из-за проблем с концентрацией, а еще не мог ни с кем подружиться. Родители сильно переживали за сына и решили последовать совету одного из врачей – взять в дом собаку. Речь шла не о служебном псе, мальчику просто нужен был хороший друг, которому он мог бы довериться. Мохнатый красавец Чарли жил на улице уже 3 года. В то утро он привычно слонялся по улицам в поисках еды. Наконец он уверенно свернул в знакомый переулок. Пес всегда знал, когда мясник мистер Оливер открывает свой магазин. Чарли любил мистера Оливера, тот всегда был к нему добр и угощал вкусными колбасками. Чарли не ел уже почти 2 дня, довольствуясь тем, что нашел в мусорных баках. Но тем утром в мясную лавку его словно вел не только голод, но и какое-то особое предчувствие. Мистер Оливер сразу заметил его и с приветливой улыбкой вышел навстречу. «Привет, мальчик», — он ласково улыбнулся, — «где ты пропадал?» Чарли сел перед прилавком и склонил голову набок, будто внимательно слушал каждое слово. Пускай он ничего не понимал, зато не сводил глаз с рук мясника, который будто фокусник показывал ему одно аппетитное угощение за другим. «Что ты думаешь насчет этих колбасок, дружище?» Мясник ему подмигнул. «Приготовил по секретному рецепту, знаешь ли». Мистер Оливер взял миску, из которой ел только Чарли. Пес облизывался, наблюдая, как мужчина кладет в миску мелко нарезанные колбаски. Он послушно ждал, и только быстро виляющий хвост выдавал его нетерпение. Для него не было ничего вкуснее той еды, которой его угощал добрый мясник. А тем временем родители Оскара ломали голову над тем, где им найти собаку для сына и какой она должна быть. Большой старый пес со спокойным нравом, маленький толстый лентяй, шустрый и энергичный щенок. Они очень боялись ошибиться с выбором. Отец Оскара, Дэвид, накинул пальто и направился к двери. На прощание он поцеловал свою жену Нэнси в щеку и сказал, что вернется к 10 вечера. «Ты помнишь, что обещал?» — напомнила ему Нэнси. «Конечно, милая, я не забуду», — заверил Дэвид. Он был председателем гольф-клуба и пообещал жене, что спросит совета у других игроков во время собрания. Сидя во главе стола, Дэвид терпеливо ждал, пока все займут свои места. Собрание длилось до 9 вечера, а в конце Дэвид попросил минуту внимания и рассказал о своей проблеме. Оскара тут все знали и любили, поэтому были готовы помочь. Когда Дэвид спросил, какую собаку лучше выбрать, секретарь клуба мясник мистер Оливер, кажется, о чем-то крепко задумался. Идея родилась в его голове почти сразу, и он счел ее удачной. Да нет же, просто отличной. Когда все высказались и начали расходиться по домам, Оливер отвел Дэвида в сторону для разговора. «Пока не торопись с собакой, Дэвид. Кажется, у меня есть идеальный вариант для вас», — заверил мясник. «Дай мне пару дней, чтобы все подготовить». Взволнованный Дэвид пообещал подождать. Чарли пропал на целых 3 дня. Все это время мистер Оливер напряженно всматривался в окно, боясь пропустить его появление. Он считал Чарли идеальным кандидатом в друзья. Великолепный красавец, умный и веселый. Пес сохранил добродушный нрав, хотя судьба обошлась с ним жестоко. Мистер Оливер помнил тот день, когда впервые встретил Чарли. Пес выглядел измученным и робким, но дружелюбно вилял хвостом. Мистер Оливер сразу решил, что когда-то у Чарли был дом, но что-то случилось,
и несчастный пес оказался на улице. Он с радостью взял бы собаку к себе, но его жена страдала тяжелой астмой, и это было невозможно. После 3 дней томительного ожидания Чарли наконец явился в мясную лавку. Мистер Оливер тут же сел перед ним на корточки и серьезно, будто обращался к человеку, заявил: «Случилось кое-что важное, мальчик. Кажется, я нашел для тебя новый дом». Пес ничего не понимал, но склонил голову набок и с любопытством приподнял мохнатое ухо. Улыбнувшись, мистер Оливер заполнил угощениями сразу 2 миски, мелко нарезал в них колбаски, сырую печень и стейк. Он повел пса в подсобку, а когда Чарли зашел внутрь, тихо закрыл за собой дверь и поспешил к телефону. Мистер Оливер позвонил Дэвиду и попросил, чтобы они приехали в магазин вместе с Оскаром. Он еще чуть ли не час расхваливал пса, прежде чем положить трубку. Вскоре Оскар с родителями уже был в мясной лавке. Мистер Оливер повернулся к нему и с улыбкой спросил: «Хочешь увидеть этого красавчика?» Не дожидаясь ответа, он открыл дверь в подсобку. Чарли уже дочисто вылизал обе миски с едой. Он был немного сбит с толку, мистер Оливер всегда был к нему добр, но сегодняшнее угощение превзошло все ожидания. Пес не мог вспомнить, когда ему давали столько вкусной еды. Когда дверь наконец открылась, Чарли слегка неуверенно вышел наружу, озираясь по сторонам. В магазине часто бывали посетители, поэтому незнакомцев он не боялся. Но эти люди выглядели по-другому. Чарли сразу полюбил Дэвида, у него была теплая улыбка. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что он испытал, увидев Оскара. Чарли понял, кого так долго искал, скитаясь по неприветливым улицам. Его сердце будто всегда билось лишь для этого мальчика. Чарли тут же подбежал к Оскару и прижался холодным влажным носом к его открытой ладони. Пушистый хвост без устали крутился, как пропеллер. Оскар опустился на колени и уткнулся собаке в шею. Не прошло и минуты, как он сказал родителям: «Я хочу, чтобы он жил с нами. Мы же можем забрать его прямо сейчас». Но неожиданно вмешался мистер Оливер и с серьезным выражением лица произнес: «Не торопись, Оскар. Этот красавчик не мой, поэтому должен сам решить, хочет ли он с вами остаться». «Хорошо, а как мы это выясним?» — торопливо спросил Оскар. Мистер Оливер подмигнул Дэвиду и продолжил: «Пусть твой папа припаркует машину перед выходом. Если Чарли сам в нее запрыгнет, значит, он сделал выбор». Стоит ли говорить, что пес тут же уселся на заднее сиденье, словно всю жизнь так делал? В ту ночь Оскар впервые ночевал в компании друга. Они с Чарли еще долго не могли уснуть. Вот уже целых 6 лет это было его спальное место рядом с любимым хозяином. Но в ту страшную ночь пес внезапно проснулся и понял, что с Оскаром что-то случилось. Он выбежал из комнаты и помчался в родительскую спальню. Пес запрыгнул на кровать и разбудил супругов громким лаем. Дэвид и Нэнси сразу поняли, что случилось что-то плохое, ведь Чарли никогда так себя не вел. Увидев, что они проснулись, пес тут же спрыгнул с кровати. Он задержался лишь на мгновение проверить, что родители Оскара идут следом, и вернулся к мальчику. Через 10 минут машина скорой помощи уже была возле их дома. Дэвид крепко держал Чарли за ошейник, чтобы волнующийся пес не мешал врачам. Оказав первую помощь, они бережно спустили мальчика на носилках. В машине Нэнси плакала и молилась за сына, пока Дэвид молча обнимал ее. В его глазах стояли слезы, а сердце бешено колотилось в груди. Врачи много лет предупреждали их, что может случиться повторный инсульт, и последствия могут быть крайне тяжелыми. Но все шло так хорошо, особенно когда в их доме появился славный Чарли, что тревоги постепенно улеглись. Казалось, ничего ужасного уже не произойдет. Часы, проведенные в больнице, были самыми кошмарными. Страх неизвестности держал за горло. Ни врачи, ни медсестры не говорили, что с Оскаром. Оставалось только ждать. Когда наконец появился врач, родители Оскара почти синхронно сжали кулаки от напряжения. Нужно будет провести еще пару тестов, но прогноз очень благоприятный, с улыбкой сообщил им врач.
Ему оказали помощь почти сразу после инсульта. Не знаю, как вам удалось сразу понять и вызвать скорую, но это спасло мальчику жизнь. Врач также добавил, что Оскар сможет полностью восстановиться, и только благодаря тому, что так быстро оказался в больнице. Обнявшись, родители мальчика плакали от облегчения. Напоследок врач окинул их заинтересованным взглядом и спросил: «И все же мне интересно, как вы смогли так быстро отреагировать? Ночной инсульт очень коварен, к сожалению. Обычно о том, что случилось, люди узнают уже утром, когда слишком поздно». Дэвид рассказал ему про Чарли, и врач не сдержал улыбки. «Вы должны угощать этого пса лучшими стейками до конца его дней. Ваш сын выжил только благодаря ему». Слезы радости и благодарности катились по лицам улыбающихся супругов. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.